Сегодня готовим настоящий итальянский хлеб в аэрогриле с толстой хрустящей золотистой корочкой и мягким воздушным мякишем внутри. Такой хлеб можно испечь дома в любое время, а все ингредиенты для него самые простые и доступные. Начнем с приготовления опары. В глубокую емкость налейте 100 мл теплой воды. Добавьте сахар и дрожжи. Затем высыпьте 2-3 столовые ложки муки. Хорошо перемешайте и оставьте на 20 минут до появления характерной пенной шапочки и пузырьков. Переходим к тесту. Опара уже готова. В муку добавьте соль и перемешайте. Сделайте углубление в центре, влейте опару, затем оставшуюся воду и перемешайте лопаткой до однородности. На этом этапе тесто будет довольно липким. После этого влейте растительное масло и продолжайте перемешивать, пока оно полностью не впитается. Накройте емкость и оставьте тесто на 15-20 минут. Тесто немного поднялось, теперь нужно выполнить несколько складываний конвертом. Так как оно остается липким, руки лучше предварительно смочить водой. После складывания снова накройте тесто и оставьте еще на 20 минут. За это время тесто заметно увеличится в объеме. Повторите складывание еще раз, затем накройте и оставьте для окончательного подъема примерно на 1 час. Время подошло. Щедро присыпьте рабочую поверхность мукой. Аккуратно выложите тесто, слегка растяните его и снова сложите конвертом. Разделите на нужное количество частей. Я буду делить тесто на 4 заготовки. Переложите заготовки на пергамент и выложите их в чаши аэрогриля. Оставьте заготовки еще на 30 минут для окончательной расстойки перед выпеканием. Выпекайте при температуре 200 градусов Цельсия в течение 35-37 минут до красивой золотистой корочки. Примерно через 20 минут, когда хлеб уже начнет держать форму, пергамент желательно убрать. Так горячий воздух будет лучше циркулировать и выпечка получится более равномерной. Если же вы не уверены в особенностях своей печи, оставьте пергамент на месте, но за 10-12 минут до окончания приготовления аккуратно переверните хлеб.
Вот и все. Наш итальянский хлеб готов. Посмотрите, какая получилась толстая хрустящая корочка и какой мягкий и воздушный мякиш внутри. Желаю всем приятного аппетита. Если рецепт вам понравился, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и обязательно делитесь своими впечатлениями в комментариях. До новых встреч!